Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у меня на коррекции клиентка, которой мы делали выкладной френч при помощи акрилатиков. Обратите внимание на белый акрилатик. Он жесткий, он относился замечательно. Форма у нас никуда не убежала. Единственное, что немножечко подзатерлись, это, конечно, углы на квадратах, но углы на квадратах затираются, в принципе, на любом материале. Поэтому, если вы ищете какой-то акрилатик, какой-то полигель белый, который будет жесткий, который будет хорошо носиться, хорошо будет держать форму, не будет у клиентов стираться, то ссылочку на него я вам, конечно же, оставлю в описании. А для тех, кто не видел эти ноготочки на предыдущей коррекции, обязательно посмотрите, потому что здесь мало того, что мы делали выкладной белый френчик, еще и полигель для кончика мы с вами смешивали с блестками и со светящимся в темноте пигментом. Для клиента это был небольшой сюрприз, то, что ногти будут светиться в темноте, но клиенту понравилось, мы остались обе довольны. Мы же тем временем переходим непосредственно к процедуре коррекции. В данном случае длину делать мы не будем, будут у нас довольно коротюсенькие ноготочки, поэтому убираем длину, убираем боковые стороны, потому что будем их выкладывать заново при помощи полигеля. Отодвигаем кутикулу, приподнимаем ее, стараемся сразу пушером, сразу фрезером вычищаем птериги, и на этом подготовка наших ногтей заканчивается. Далее наносим праймер, базовый гель, все как обычно. Ну и коррекцию выполняем буквально в одну капельку полигеля, то есть ставим и сразу же одной каплей материала выкладываем полностью всю архитектуру нашего будущего ноготка. Добавляем те боковые стороны, которых нам не хватает, довешиваем немножечко нижние направляющие, чтобы у нас был четкий, яркий, красивый квадрат. И в принципе на этом коррекция наша закончена. На самом деле полигель это замечательнейший материал для работы мастера. Он действительно очень сильно облегчает нашу жизнь именно благодаря его вот такой вот интересной консистенции. Причем, если обратите внимание, то конкретно этот полигель, он совершенно не имеет никакой структуры. То есть на нем красивый, яркий, четкий, гладкий блик. Совершенно не спотыкается ни о какие частички акрила, которые могут быть там замешаны. Вот этот вот материал мне безумно нравится. Я им очень довольна. Ссылочка в описании. Далее мы переходим к опилу. Фрезером выполняем черновой опил, убираем сразу же все ненужные, явно ненужные части материала, которые мы видим. Это, конечно же, на боковых параллелях и немножечко на площадке. После того, как выполнили черновой опил фрезером, переходим к опилу пилочкой и уже допиливаем до того состояния, которое нам необходимо. То есть нам нужно собрать окончательно нашу форму и поставить нижние направляющие, потому что фрезером нижние, ну лично я себе не представляю, как можно поставить фрезером нижние направляющие. После того, как мы выполним опил пилочкой, мы изнутри поправим арочку при помощи фрезы, и на этом опил у нас закончен.
После того, как выполнили опил, далее делаем маникюр. Каждый делает маникюр как умеет, я не умею, делаю плохо, вы об этом знаете. Поэтому за маникюр меня просьба не ругать, а вот рисовать мы сегодня будем, конечно же, что-то очень интересное. Поэтому покрываем ноготочки клиента вот таким вот красивым цветом. Ссылочку на цвет я давала у себя в сторис в Инстаграм. Если кто-то не видел, постараюсь продублировать ссылку и здесь в описании. Но могу забыть, поэтому напомните, если вдруг кому-то будет очень нужно. Итак, два центральных пальчика у нас на руках у нас будут под дизайном. В качестве дизайна у нас будет выполнена зеркальная золотая втирка, и на ней будут нарисованы цветочки. Для того, чтобы зеркальная втирка у нас была достаточно яркой, четкой, красивой, имела вкусный оттенок, ей необходима черная подложка, потому что именно черный цвет добавляет контрастности втирки и делает ее вот такой вот потрясабельно красивой. В качестве черного цвета у меня Blue Sky Master серия 55 оттенок, ложится в один слой, безумно его люблю. Итак, накрасили наши ноготочки, теперь финишем хорошенечко выравниваем поверхность, потому что втирка покажет любой самый незначительный изъян, самый незначительный косяк, любую какую-то неровность, все это покажет втирка. Поэтому наша задача максимально красиво выровнять все это при помощи финиша. Внимание, финиш мы просушиваем 10 секунд в лампе и потом затираем на него пигмент. Очень много вопросов мне попадалось по поводу того, почему пигмент затирается очень красивой зеркальной втирочкой, а потом при перекрытии получается, что он не совсем зеркальный, а пигмент как вроде бы всплывает. Обратите внимание, насколько тщательно кистью я вбиваю пигмент в поверхность и убираю этой же кистью все лишние частички, которые у меня где-то там прилипли. Потому что всплывает, собственно говоря, не тот пигмент, который плохо прилип к финишу, а тот, который у вас остался лишним и к финишу совершенно не приклеился. Ну и от качества пигмента, конечно же, тоже очень сильно зависит, как ваша втирочка будет выглядеть. А носибельность втирки на самом деле зависит больше не от того, чем вы ее перекроете, а от того, насколько жесткую поверхность под нее вы сделаете. То есть, насколько у вас ноготь не будет гнуться для того, чтобы не расслоился по втирке моделирующий слой от финишного покрытия. У меня же в данном случае моделирующие ноготки из моделирующего материала, то есть они совершенно жесткие, они вообще никуда не гнутся, никуда не корежатся,
Поэтому ногти у меня со втиркой носятся просто замечательно. В сторис я уже выставляла, как относились эти ноготки, и, по-моему, у меня в ленте в Инстаграм эта информация есть. Ногти относились замечательно, и даже те пальчики, которые затерлись во время письма о бумагу, у нас никуда не съехали. Покрываем наши ноготочки финишным покрытием, и вот здесь произошел какой-то небольшой казус. У меня куда-то потерялся самый интересный кусок с прорисовкой всего этого безобразия. Но в принципе там прорисовка буквально тонкими линиями, ничего сложного, я думаю, вы с этим справитесь и без меня. Обводим цветочки по контуру и получаем вот такие вот красивенные ноготки. В общем, надеюсь, вам сегодня со мной понравилось, надеюсь, вам было интересно, полезно, вы узнали для себя что-то новенькое. Обязательно заглядывайте в описание, потому что там всегда что-то интересное и полезное. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч, пока!